Семейство мотоциклов Valkyrie от Honda всегда привлекало к себе повышенное внимание, чего стоит, например, космический корабль Руна, о котором выходил отдельный выпуск ранее, ссылка в описании. Но сегодня я хочу вам рассказать о самой первой 1,5-литровой Valkyrie, о которой я вскользь упоминал в выпуске про Honda GL 1800 Valkyria, новом исполнении этой модели, ссылка также в описании. Итак, напомню, впервые тяжелый круизер был представлен в 1996 году и, естественно, на американском рынке. Перед ним стояла только одна задача – произвести фурор и завоевать титул чемпиона в супертяжелом весе, с чем он блестяще справился. Мотоцикл имел два названия. В США Honda Valkyrie 1500, а в других странах был известен как Honda F6C. Эта аббревиатура расшифровывается как Flat Six Custom – круизер с шестицилиндровым оппозитным двигателем. Honda попала в точку, когда решила попробовать соединить чоппер в его классическом виде с силовым агрегатом от люкс-турера Honda GL 1500 Goldwing. Такого еще никто не предлагал. Модель сразу же получила широкую популярность на американском рынке, где, собственно, и производилась в различных версиях на заводе Мэрисвилле, штат Огайо. Большая часть мотоциклов тут же и осваивалась, а остальные экспортировались в страны Европы, Австралию и Японию. Всего было произведено и продано 48 420 мотоциклов, из которых только 6670 штук оказались на рынке Европы и Австралии. Помимо размеров, Honda Valkyrie 1500 привлекала повышенное внимание и, конечно же, своим двигателем. 1520-кубовая оппозитная шестерка жидкостного охлаждения была серьезно доработана. Она получила 6 28-мм карбюраторов Кейхен, по одному на каждый цилиндр, вместо двух на Goldwing, плюс новые распредвалы, которые значительно повысили динамику мотоцикла и увеличили максимальные обороты двигателя, а также новый выхлоп 662. В итоге двигатель стал выдавать 100 лошадиных сил максимальной мощности и 134 Нм крутящего момента. От 0 до сотни эта 350-килограммовая махина разгонялась всего за 4 с небольшим секунды, а максимальная скорость составляла около 200 км в час. И несмотря на 6 цилиндров, японцы заявили о среднем расходе в 7 литров на 100 км. Бак вмещает 20 литров топлива. Также Honda Valkyrie 1500 получила измененное передаточное соотношение коробки передач, что наряду с более легким весом добавило уверенности в разгоне в сравнении с Goldwing. Однако для борьбы с тем же весом японцы убрали заднюю передачу на всех рынках, кроме своего. Оно и понятно. Honda решила не издеваться над своими согражданами, они люди маленькие, им тяжеловато катать взад-вперед такую махину. Круизер получился очень комфортным, благодаря своим толстым колесам и мягкой подвеске, которые глотают абсолютно все, что им попадается. Это огромная передняя 45-мм перевернутая вилка шова с ходом 110 мм и два амортизатора с ходом 120 мм сзади. Но при этом мотоцикл удивляет своей управляемостью по меркам класса. За торможение отвечают два 296 мм диска с двухпоршневыми суппортами спереди и один 316 мм диск, также с двухпоршневым суппортом сзади.
Подводя итоги, можно смело сказать, что Honda Valkyrie 1500 прекрасно сделанный мотоцикл с роскошным хромом и толстым лакокрасочным покрытием, а уникальный шестицилиндровый оппозитный двигатель наделяет крузер неслыханной в классе мягкостью и плавностью, который к тому же может проехать 100 тысяч миль или 160 тысяч километров только с базовой заменой масла и фильтра. Valkyrie 1500 производилась вплоть до 2003 года, после чего покинула конвейер. Вместо нее в 2004 Honda как раз и выпустила ограниченной серии мотошедевр Honda NRX 1800 Valkyria Runa, которая была построена уже на базе новой версии Goldwing 1800.